Всем привет! С вами Хельга Вайт. Сейчас только что прошли новогодние праздники, и в школе были предновогодние каникулы. На эти каникулы мой сын Сергей ездил в спортивный лагерь. Он там катался на горнолыжных лыжах. Словения очень спортивная страна, вы наверняка это и без меня знаете, или, по крайней мере, слышали. Здесь очень удобно заниматься спортом, так как ты выходишь из дома, и повсюду велосипедные дорожки, парки, в школах, в садах очень много времени уделяют именно спорту. Дети только-только учатся ходить и уже приучаются к спорту. Ходят с родителями в горы, катаются на беговелах, на велосипедах, занимаются всевозможным спортом. Например, когда мой сын Сергей приехал в Словению в 5-летнем возрасте, он еще не умел даже кататься на велосипеде, так как в Санкт-Петербурге не было никаких велосипедных дорожек, вокруг одни сплошные дороги, воздух не очень чистый. Если ты хочешь заниматься велосипедным, например, спортом, то тебе нужно везти все эти велосипеды с собой в парк. Это очень неудобно грузить велосипеды в машину, неудобно хранить велосипеды дома. То есть все это очень-очень сложно. И Сергей, конечно, тоже занимался спортом в Санкт-Петербурге, но это был бассейн, он ходил в бассейн. Но в бассейн тоже нужно было достаточно, не близко по славянским меркам возить. Как только он пошел в школу в Словении, естественно, спорта стало намного-намного больше в его жизни. И, например, в первый год уже своей учебы, в феврале, на зимних каникулах, он отправился в спортивный лагерь. И там его начали учить кататься на горнолыжных лыжах. И вот сейчас он уже ходит в 4 класс, и каждый год, абсолютно каждый год он посещает различные спортивные лагеря. Летом, как правило, он едет в спортивный лагерь на море, или, например, еще едет в спортивный лагерь, посещает дневной в Любляне, ходит в бассейн. Зимой обычно это 2 раза за зиму. Школьники имеют 2 каникул зимой, это перед Новым годом и в феврале. 2 раза за зиму он посещает спортивные лыжные лагеря. В этот раз мы выбрали абсолютно новый для нас лагерь. Мы с этой компанией еще ни разу не ездили. Это горнолыжный лагерь «Импульс». Дети останавливались в отеле в прекраснейшем месте Бохинь. Вид из отеля был на знаменитое красивое озеро Бохинь. И каждый день их возили на горнолыжный курорт Вогель. Он как раз находится рядом с озером Бохинь. Стоимость лагеря была за 4 ночи и 5 дней 350 евро. Сюда входило питание, проживание, стоимость карт за горнолыжные подъемники. Я считаю, что спортивные лагеря очень полезны для детей. Дети в них не только приучаются к спорту и совершенствуют свои навыки, но также находят новых друзей и учатся коммуницировать с разными людьми. И я каждый раз вижу, что после спортивного лагеря мой ребенок становится более самостоятельным, более таким независимым. В этот раз он поехал в лагерь не один, с ним в этот же лагерь отправилась его русскоязычная подруга Полина. Полина старше Сергея почти на 5 лет. Они там жили, естественно, в разных комнатах и общались со своими сверстниками. А я решила взять у них такое небольшое интервью, у каждого по отдельности, и задавать примерно одинаковые вопросы, и посмотреть, как они ответят. Мне было очень интересно узнать их мнение.
Они все-таки разного пола, девочка и мальчик, разного возраста и разного характера. И мне было интересно узнать по отдельности, какое мнение у каждого из них сложилось об этом лагере. Приятного просмотра вам. Полина, ты с моим Сережей, вы вместе сейчас ездили в альпийский лагерь. Как он назывался, помнишь? Импульс. Импульс. Как у тебя вообще в целом впечатления? Какие были первые впечатления? Не знаю, я думал, что у нас будет квартира побольше. Ага, то есть ты представляешь, что это будет Да. какой-то большой, типа, отель крутой, да? А на самом деле что это было? Большое здание. А там как 2 этажа было или сколько? 3. Я был на втором. Ну, если оценку поставить в общем, Да. где-то 6 из 10, я бы сказала. Сначала мне не понравилось, потому что, обычно, когда мы приезжаем, нас сразу заселяют, а тут, просто мы приехали сразу на лыжи, и потом уже только в конце дня, мы когда поехали, нас уже стали заселять. Потом мне еще не понравилось расселение, как нас по комнатам. То есть тебе не понравился организационный, организация вот этого, Еще расписание они всегда путали, то есть у меня было напечатано расписание, они ему вообще не следовали. То есть, первые ожидания немножко не оправдались. Но потом, уже люди даже, я познакомилась с новыми людьми, мы поехали также, на Воге, на лыжах кататься, и уже как-то получше стало. Ты нашла там новых друзей, подруг? Как вы Мне познакомились? кажется, да. То есть мы сначала как-то не сошлось, а потом опять сошлось, а потом они как-то опять свою компашку, меня тоже пытались как-то втянуть, не знаю, вроде да, мы обменялись. Даже контактами обменялись? Мы всегда после лагеря обмениваемся. Супер. И девчонки это были? Или Да, мальчишки? С мальчишками я не особо общалась, потому что, большинство мальчиков на борде не было и не в моей группе. Ага. То есть вот Сережа и Урх мы были как-то так, не особо. А слушай, а девочки эти откуда были? Словения. Но они из разных регионов Из разных. Словении. Вот одна, она была вообще из Приморской, там еще кто-то из Марибора был, кто-то 10 минут от автобусной поставки Любляны. А они, кстати, между собой были знакомы до лагеря? Нет. Или вы все вместе Все там вместе, познакомились? Слушай, прикольно на самом деле. Ты нашел там, кстати, друзей? Да, нашел. Ага. И как их звали? Те, которые были у нас в комнате, одного звали Лаура, а второго Филипп. Они из Любляны? Лаура из Любляны, а Филипп нет. А Он Филипп? из Заблужили. Они все словенцы, дети все были практически Да. словенцы, да? Русских было мало. Считай, русский был ты, Полина была, и еще одна девочка, да? Да. И все, больше русских же не было, Нет, да? не было. Чем вы там занимались, помимо того, что катались на лыжах? Я так понимаю, что каждый день в основном вы на лыжах, Да. а потом после лыж чем вы занимались? Большинство было лыжи, то есть ты встаешь, завтракаешь и сразу на лыжи, и потом обед, и потом опять на лыжи. То есть, большинство дня, конечно, были лыжи, но мы когда приходим с лыж, было какое-то свободное время, которое мы обычно проводили вместе, потому что телефоны нельзя, да? Мгм. И мы это время обычно вместе как-то кому-то по комнатам ходили, они там чипсы покупали. Я не ела, я не очень. Как-то я у себя там на кровати лежала, мы что-то там разговаривали, но это вообще обычное. Карты обычно играли там в нашей комнате. То есть вы сами играли, Да. резались в карты? Да. Подожди, а вам ваши вожатые что-нибудь устраивали, конкурсы какие-то или еще что-то? Или там... После этого ужина вожатые говорили, чтобы мы принесли всякие игры. Ага, то, что с собой взяли. Да, и у нас, где мы ели, у нас была одна комната, где стоял настольный футбол и бильярд. А какие-то фильмы там документальные вам что-то показывали? Да, один фильм. Один фильм показали? Да. А про что этот фильм был? Но это не правила. То есть вам Да. показывали фильм Правила какие. правила, как кататься Да. правильно на лыжах, типа, да? Как одеваться. Как одеваться. То есть это такой познавательный фильм показали вам один раз. Обязательно надо было идти на дружабные игры, я там свое взяла, мы что-то в мою еще играли.
То есть, а что значит идти на дружабные игры? Там Ну, после ужина Ага. обязательно ты не можешь быть в своей комнате, ты обязательно должен в общем сходить в пространстве. комнату, взять игру и вернуться назад туда, где у тебя был ужин, и час ты должен обязательно там провести, потому что, ну, типа, идти ты не можешь. В общем пространстве, как Да. бы все сидят там Да. и играют в различные там настольные игры, да, Да. как бы. Да. А участвовали с вами ваши вожатые? Нет, они Нет. сидели отдельно, там то ли что-то ели, то ли что-то разговаривали. То есть они отдыхали в этот момент? Ну, по сути? нет, они сидели там же, им же надо как-то за нами наблюдать, потому Ну, что я понимаю, большинство да. лагеря было же маленькие дети, да, то есть Да. не моего Ну, то есть возраста, они а наблюдали со стороны, но, в принципе, они не играли Нет. с вами, не участвовали, Нет. ничего такого, как Нет. бы, для вас, развлечений никаких для Нет. вас не устраивали. Нет, и еще, ну, было вторник, среда, был бассейн, ну, у нас было в среду, то есть там на 2 группы нас поделили и просто бассейн. Ты ходила в бассейн? Нет. А чем вас кормили вообще? Что давали, так интересно? Давали суп, говяжье юхо, Ага, говяжий суп, ага. да. На обед обычно давали, да? Ну да, сначала у нас как бы был суп и потом еще добавка. А на второй что-то давали? Макароны с мясом и там еще рис тоже с мясом. Рис с было. мясом, Рис ага. с мясом. Еще давали шмором такая. А что это такое? Как блины, только такая маленькая. Вот такая штучка. Ну, вкусная, с нутеллой. Давали. Я такого, кстати, вообще не знаю. Первый раз от тебя слышу. Как ты сказал еще раз называется? Шмором. В школе мы тоже ели шмором. В школе тоже дают шмора? Ну да. Я погуглю, даже не знаю, что такое шмора. Завтрак был, ну, в корпусе, то есть у нас, как же, у нас было вот 2 корпуса, то есть в одном мы живем, а в другом мы каждое утро пилим через улицу на завтрак и на ужин. То есть вам, чтобы дойти на обед, на завтрак, вам нужно было из своего домика вот этого выходить? На обед нет, потому что обед был там, на горе. А, на горе. А на ужин, на завтрак и ужин, да, надо было пилить через улицу. Мгм. Ну, потом мы уже перестали просто брать куртки, просто бегом пробежали и все там Это буквально. близко было? Да, ну, 30 секунд. 30 секунд. То есть, ну, Просто кстати, быстро обувь надел и пробежал через улицу, и все, ты на ужине. Ну, то есть там как, на ужин обычно суп, потому что ну, мы привезли на обед. А на завтрак все обычное, ну, как в отеле, там хлеб. как типа шведского стола. Да. Как То есть там как сок, вода, яблочный сок, там горячие напитки были, там кофе, чай, шоколад, все что угодно. И потом там просто лежит вот стол, тут хлеб, тут мюсли, тут намазы всякие, там мед, варенье, шоколад. И тут вот еще пространство, там ветчина, сыр всякие, масло там тоже лежало. Но это каждый день так. То есть ничего тут не менялось с завтраком. Потом обед, мы были на горе, то есть у нас же до обеда и после обеда еще лыжи были. То есть мы просто вот рядом с гондолой, там был ресторан, там специально для нас весь верхний этаж резервировали. И там не совсем шведский стол, там одно блюдо только, но ты все-таки за ним ходишь, тебе накладывают. И каждый день было что-то разное. Ну, вот это, кстати, здорово, что разное. Ну, да. Ну, там обычно, да, там было мясо, там было сосиски с картошкой фри, было макароны были с курочным соусом. Мгм. А суп был? Суп на ужин, но На у ужин, словенцев на обед суп нет. Мгм. А на ужин, опять же, как на завтрак, Да. ты идешь из Да, ставбы, да. из дома идешь, и там уже, опять же, не шведский стол, но так же, как на обед, ты должен идти. То есть сначала суп, тебе привозят прям миску на стол, 2, по-моему, 2 на стол, и вы просто себя разливаете, и потом убираете, и потом по столам вас призывают за едой. И то есть там тоже макароны были в первый день, во второй день было вот то просто налончница, вот этот суп, Мгм. и второго не было, был просто десерт. В третий день было все, был и суп, была еда, не помню какая, и было еще шмор. А, наверное, все по-разному умели кататься, или как? Или все Ну одного да, уровня? была первый отряд, это как бы самый лучший. Второй это, ну, такие хорошие. Ну, нормально, Да, которые. нормально. А третий это, значит, Зачетники, которые начинающие только, да? А ты в какой скупине был? в первый. Там очень пологая горка, вот на ней нас тестировали, и просто на 3 группы разделяли, ну, вообще 4, потому что с самого начала нас разделили, то есть на те, которые были зачетники, и те, которые были уже продолжающие. И вот этих продолжающих всех собрали в одну кучу, и потом делили на 3 группы на этой сеточке планине. И всю последующую неделю мы катались вот по этим группам со своим учителем, вот раздельно. Мгм. Ты в какой группе был? Первый самый Ты лучший. самый сильный. Да.
Самый сильный. А вообще обстановка в лагере была дружелюбная? Не было ли каких-то конфликтов между Конечно, детьми? были, конечно, были. То есть вот даже в моя комната девочки поссорились с этими парнями, потому что они мелкие, они что-то их там обзывали. Ну, что-то тоже как-то было. Я не особо в этом участвовала, я не поняла. А еще был момент, это уже совсем последний день. Там же не только мы были в этом хостеле, там были еще другие гости. И что-то они там очень сильно музыку. И девочки пошли под дверь, что-то танцевали, а эти люди, они открыли дверь, что-то грозили полиции, но я не уверена. Ну, короче говоря, все с разными характерами, Да, все разного перемешались, возраста, все да. перемешались. И то есть какие-то небольшие недоразумения и конфликты между детьми все-таки присутствовали, да? Конечно, без этого никак нельзя. Да. И также вот в зачетнической группе, по-моему, тоже кто-то... Зачетничка это в начинающей, Да, да? вот в начинающей группе тоже все кто-то кого-то бил, ну они же дети малые, они еще не научились контроля. Ну да. А как вожатые, они в это вмешивались? Как Ну они да, это все да. разруливали? Ну, конечно, они еще на тему конфликтов были снежки, Мгм. то есть вожатые, ну как они, конечно, вмешивались, они же не хотят, чтобы дети ругались. Да, да, да. То есть вот первое, что я рассказывала, когда между нашей комнатой и парнями, ну пришел, ну главный, так Ёжа, он пришел, что-то поспрашивал, да, но мы, ну, вроде все разрулилось, да. А вот просто такие мелкие, вроде там снежков, когда кому-то ледышка прилетела, ну просто учителя говорили, типа, не играйте на снегу и все, и ушли. Ну, мы несколько раз повторяли. Представляю, какая тяжелая работа была у вожатых. А сколько, кстати, было вожатых? Ну, 3, 4 и 2, 9. Ого, 9. А детей примерно 53 сколько? человека. Ага. Все вместе. Ну, то есть То у есть нас... по 5 человек, грубо говоря, там на каждого вожатого. Ну, 5-6 нет, человек. нет. Потому что бордери, ну, которые с доской, Ага. у них было 2 вожатых, они были на 2 группах, у них было 2. Потом у начинающих, у них 4 учителя на их самих, потому что они начинающие. Мгм. И еще вот наши 3 группы, каждому по учителю. А, у вас был как бы уже более сильная группа, было по одному учителю. Да. То есть у нас Ага. первая группа 1 учитель, вторая группа 1 учитель, третья группа 1 учитель. У дескарев, у бордерев 2 учителя. В принципе, люди тоже были неплохие, ну, некоторые. Не Ага. все, конечно, потому что с некоторыми у меня не сошлось. С некоторыми у меня просто, я не могу с ними общаться, потому что они, ну, либо слишком мелкие, либо я просто с ними не могу понять. Мгм. Ну, делила я комнату с нормальным человеком, еще 2 было, я с ними не сошлась. Еще вот, ну, девчонки были из другой комнаты, мы всегда друг к другу ходили, тоже плюс, мне кажется. А что тебе больше всего не понравилось, когда ты вспоминаешь этот лагерь, и тебе сразу там в голову эта мысль приходит? Мне кажется, надо было разделить комнаты по-другому, потому что, ну, во-первых, тех, кто по утрам тестируется, надо было сделать в одной комнате, чтобы других не будить, потому что им надо идти раньше. Мгм. И по возрасту сделать комнаты, потому что я делила комнату, ну, с 2 9-летками и с 12-леткой. То есть ты считаешь, что надо было все-таки как-то по возрасту Да. вас разделить? Не в зависимости Да. от того, кто бордер, потому Да. что на доске были Мгм. в Твоего большинстве случаев вместе, Мгм. и на лыжах было в большинстве случаев вместе, да? И мне кажется, надо было просто не в зависимости от того, кто в какой группе, надо было поделить по возрасту комнаты. Это одно. Мгм. И мне также кажется, что они могли как-то улучшить расписание или больше ему следить, и не просто как-то все менять тотально. У меня есть 2 события, которые мне не понравились. Первый — это первый день. Там было, мы вообще, там, ну, скучно было, не понравилось. И последний день очень много народу было. Очень много народу Да. было, ты имеешь в виду на склоне, где вы катались, да? Просто очень много людей было. Не, И, когда ждали, что... ну, на подъемник очень ну много. да, Чтобы на подняться в горы, чтобы скатиться на подъемник, было очень много людей. Да, А что тебя больше всего там удивило? что зимой мы пошли плавать. А, это тебе больше всего понравилось? Да, получается. ну и удивило. Сколько народу приехало, мне кажется, потому что я ожидала, что это будет, ну, как обычный СШОД наш, да? Как вот, ну, Да, буквально как другой лагерь. человек 20 приезжает, наверное, а тут 53. Тебя удивило, что такое количество народу большое, Да. что много человек было? Да. И меня еще удивило, что мы, ну, я типа знала, что будет хостел, но все-таки, что ходить из одного места в другое, потому Да, что да, обычно, ты ну, не я в каких ожидала. лагерях была, это было Все в большинство. одном Это здании. было в большем случае в СШОД, и все было в одном Мгм. здании, да. Слушай, а сколько вас, кстати, было в вашей сильной группе? Сколько человек 10 каталось? человек. 10 человек было в первой группе? Да. Ну, здорово. Ну, немало так-то на самом деле, да? Ну, Ты из хорошо 53. так. 10.
10 в самую сильную группу попали. А ты бы посоветовала этот лагерь другим детям? Ты бы посоветовала, чтобы Ну, они тут туда... в зависимости от того, какой вообще ребенок. Потому что если ребенок прям социальный, да, Мгм. то да. Если ребенок прям любит кататься на лыжах, прям очень, да. Мгм. И, ну, более младшим детям я бы тоже посоветовала, если даже они не умеют, просто что-то новое попробовать, что-то научиться. А больше старшим, ну, как бы моего возраста, я бы сказала, 13 и выше, уже в зависимости от того, насколько они сильно любят кататься, насколько они сильно хотят обрести новых друзей, и в зависимости от того, чем они занимаются. Потому что на лыжах в большем случае катаются младшие, а на доске в большем случае старшие. Мгм. То есть, если ты на доске, то да. Даже если ты хочешь научиться, даже если ты никогда, да. А если на лыжах, то уже в зависимости от того, насколько ты сильно любишь лыжи. Ты бы посоветовал этот лагерь другим бы детям тоже, да? Да, хорошая лагерь. А сама бы ты туда поехала еще раз? Вряд ли. Мне, я говорю, 6 из 10, да, мне понравилось. Но я не знаю, возможно, да, но мне в любом случае уже... в Тебе еще следующем надо году- подумать, еще, Да. еще должно побольше времени Да. пройти, чтобы... Была бы я младше, Да. определенно, да. А, А как- сейчас нет. а ты еще раз поедешь в этот лагерь? Да, поеду. А как ты думаешь, вообще вот эти спортивные лагеря, они вообще нужны детям? Мне кажется, Как они да. полезны? Мне кажется, да. Потому что, ну, не только это как-то занимает этих детей, не только просто они все каникулы свои проводят дома в телефоне. Они также это какое-то новое знакомство, что ты не... Ты ходишь в школу, и у тебя определенный круг знакомств. А это как-то возможность расширить какие-то свои горизонты и также возможно научиться чему-то новому. Если ты, например, не умеешь кататься на лыжах или на доске, или на чем угодно, да? То есть можно попробовать, это возможность попробовать. И также просто какие-то активности, которые ты не можешь делать, например, с семьей. То есть, если, например, у тебя никто в семье не катается на лыжах, ты можешь пойти и покататься хорошо с учителем нормально. Но опять же, в зависимости от твоих способностей. Или, например, у тебя родители работают, Например, да. и тебе чем дома сидеть? Да, можно в лагерь. То есть, определенно, да, это полезно, мне кажется. Можно научиться кататься на лыжах и чуть-чуть научиться плавать. Мгм. А еще можно найти, наверное, друзей, да, друзей. Вот. Ну здорово. Значит, отправим тебя еще раз в феврале. Да. Всё. Спасибо. Ну, супер. Супер, спасибо большое за интервью.